Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие в самое сердце одной из самых загадочных и влиятельных организаций мира – Ватикана. Это место, где переплетаются вера, история, политика и, возможно, тайны, которые могут перевернуть наше представление о мире. В этом видео мы разберем 10 секретов, которые, как утверждают некоторые, Ватикан скрывает от человечества. Мы будем копать глубоко, анализировать факты, отделять мифы от реальности и задавать неудобные вопросы. Готовы? Тогда давайте начнем. Первая тайна. Пропавшие книги Библии. Что скрывает апокриф? Начнем с одной из самых интригующих загадок – исчезновения 14 книг из Библии. В 1684 году Ватикан официально изъял из канона так называемые апокрифические тексты. Среди них книги Ездры, Тавита, Иудифи, Премудрости Соломона, Маковейские книги и другие. Но почему? И что такого в этих текстах, что их решили убрать? Для начала разберемся, что такое апокрифы. Слово «апокриф» с греческого переводится как «скрытый». Эти книги изначально входили в Септуагинту, греческий перевод Ветхого Завета, созданный за несколько веков до Рождества Христова. Когда в 1611 году Библия переводилась на английский язык, знаменитая Библия короля Якова, она включала 80 книг. Сегодня их осталось только 66. Куда делись остальные? Есть несколько теорий. Первая – богословская. Римско-католическая церковь в XVI веке на Тридентском соборе официально исключила эти книги из канона, утверждая, что они не обладают божественным вдохновением. Но протестанты, например, до сих пор используют некоторые из этих текстов, а православные церкви включают их в свои канонические издания. Это поднимает вопрос. Если тексты были частью Священного Писания на протяжении веков, почему их вдруг сочли неподходящими? Вторая теория, прагматичная. Апокрифические книги могли быть исключены, чтобы сделать Библию короче и проще для восприятия. Но это объяснение кажется слабым, учитывая, что эти тексты содержат уникальные истории, пророчества и моральные уроки. Например, книга Маковеев рассказывает о героическом восстании еврейского народа против языческого гнета, а «Премудрость Соломона» предлагает глубокие философские размышления о природе Бога и человека. Но есть и более конспирологическая версия. Некоторые исследователи предполагают, что апокрифы содержали информацию, которая противоречила официальной доктрине Ватикана. Например, в книге Еноха, которая также считается апокрифической, рассказывается о падших ангелах и их взаимодействии с людьми. Тема, которая могла показаться слишком мистической или даже еретической. А может, Ватикан просто хотел отредактировать Слово Божье, чтобы оно лучше соответствовало их видению? Это открытый вопрос, который до сих пор вызывает споры. Интересный факт. Даже написание имени Иисуса изменилось после реформ. Изначально в латинских текстах оно писалось как Иисус, что ближе к еврейскому Яхушуа. Почему церковь изменила произношение? Было ли это просто лингвистической адаптацией или попыткой дистанцироваться от еврейских корней христианства? Мы можем только гадать. Вторая тайна. Инопланетное влияние, фантазия или правда? Теперь переходим к одной из самых фантастических теорий. Ватикан знает о контактах с инопланетянами. Эта история связана с русским профессором Генрихом Людвигом, который якобы в 1920-х годах получил доступ к секретным архивам Ватикана. Согласно слухам, он обнаружил документы, подтверждающие, что древние цивилизации, от египтян до майя, имели контакт с внеземными существами. Более того, в архивах якобы упоминалось использование ядерного оружия в древности, способного расплавлять стены, как в случае с Вавилоном. Звучит как сюжет научно-фантастического фильма, правда? Но давайте разберемся. Во-первых, нет никаких подтвержденных доказательств, что Генрих Людвиг существовал или действительно посещал Ватикан. Его история больше похожа на городскую легенду, которая циркулирует в конспирологических кругах. Однако сама идея не так уж абсурдна, если взглянуть на исторический контекст. Шумерская цивилизация, возникшая около 4000 лет до нашей эры, действительно совершила невероятный скачок. От примитивных общин до сложных городов с письменностью, ирригацией и архитектурой. Аналогичные вспышки прогресса наблюдаются у египтян, майя и других культур. Теория палеоконтакта, предложенная такими авторами, как Эрих фон Деникен,
утверждает, что подобные скачки могли быть результатом вмешательства внеземных сил. Например, шумерские тексты упоминают аннунаков, загадочных существ, спустившихся с небес. Совпадение ли, что подобные истории встречаются в разных культурах? Но вернемся к Ватикану. Если бы такие документы существовали, почему их скрывают? Возможно, они противоречат христианской доктрине, которая ставит Бога в центр мироздания. Или, может быть, Ватикан просто не хочет паники среди верующих. Интересно, что в последние годы Ватикан проявляет неожиданную открытость к теме внеземной жизни. В 2008 году главный астроном Ватикана, отец Габриэль Фунес, заявил, что вера в инопланетян не противоречит христианству. А в 2014 году Папа Франциск упомянул, что был бы готов крестить инопланетянина. Это просто риторика или намек на что-то большее? Третья тайна. Антихрист в стенах Ватикана. Следующая тема – демонические силы и антихрист. В 2010 году главный экзорцист Ватикана Габриэль Аморт сделал сенсационное заявление. За свою карьеру он провел более 70 тысяч обрядов экзорцизма и утверждал, что дьявол не только существует, но и проник в сам Ватикан. По его словам, в 1981 году сатана пытался атаковать папу Иоанна Павла II, а в 2008 году вселился в женщину по имени Сусанна Майоло, которая дважды пыталась напасть на папу Бенедикта XVI. Давайте разберемся. Аморт был убежден, что дьявол – это не метафора, а реальная сущность, способная принимать разные формы и говорить на разных языках. Его утверждения о 70 тысячах экзорцизмов поражают. Даже если он работал 50 лет, это около 4 обрядов в день. Возможно, он преувеличивал или включал в статистику любые случаи, которые считал одержимостью. Но что насчет инцидентов с папами? В 1981 году на Иоанна Павла II было совершено покушение, когда турецкий террорист Мехмет Али Акджа выстрелил в него на площади Святого Петра. Аморт считал, что за этим стоял дьявол. А случай с Сусанной Майоло? В 2008 и 2009 годах она пыталась прорваться к папе Бенедикту XVI во время рождественских мес. Психическое расстройство или демоническая одержимость? Скорее всего, первое. Но для Аморта это было доказательством работы сатаны. Интересно, что Ватикан официально поддерживает практику экзорцизма. В 1999 году был обновлен римский ритуал, включающий инструкции по изгнанию бесов. Это говорит о том, что церковь серьезно относится к идее духовной войны. Но почему Ватикан так открыт в этом вопросе? Возможно, это способ укрепить веру в сверхъестественное или отвлечь внимание от других проблем. Четвертая тайна. 3 тайны Фатимы – пророчество или манипуляции. Одно из самых известных пророчеств в истории католицизма – это фатимские тайны. В 1917 году 3 детям-пастухам из португальского городка Фатима явилась Дева Мария. Она передала им 3 пророчества, которые стали одними из самых обсуждаемых тайн XX века. Первая тайна – видение ада, полное ужасающих образов. Вторая предсказывала конец Первой мировой войны и начало Второй, если человечество не изменит свой путь. Оба пророчества были раскрыты в 1941 году, но третья тайна оставалась загадкой. Лусия Сантос, главная из 3 детей, записала ее в 1943 году, но запечатала в конверт с указанием не открывать до 1960 года. Когда в 2000 году Ватикан наконец опубликовал третью тайну, она описывала преследование христиан и покушение на человека в белом, которого интерпретировали как папу Иоанна Павла II. Но многие верующие и исследователи считают, что Ватикан скрыл часть пророчества. Почему? Потому что текст, опубликованный в 2000 году, показался слишком мягким по сравнению с ожиданиями апокалиптического откровения. Некоторые утверждают, что настоящая третья тайна касается кризиса веры внутри самой церкви или даже предательства в высших эшелонах Ватикана. Интересно, что фатимские пророчества до сих пор влияют на католическую культуру. Например, освящение России Деве Марии, упомянутое во второй тайне, стало предметом споров между Ватиканом и Русской Православной Церковью. Это поднимает вопрос, использует ли Ватикан пророчества как инструмент влияния или искренне верит в них. Пятая тайна. НЛО над Ватиканом. Случайность или знак? В 2007 году
Над собором Святого Петра завис загадочный оранжевый диск. Это событие стало сенсацией. Очевидцы описывали его как серебристое светящееся блюдце, парящее среди бела дня. Фотографии объекта существуют, но официальных объяснений так и не последовало. Что это было? Метеозонд, экспериментальный аппарат или нечто большее? Давайте рассмотрим контекст. Ватикан – центр католической веры, место, пропитанное символизмом. Появление НЛО именно здесь трудно не интерпретировать как нечто значимое. Если допустить, что это был инопланетный корабль, возникает вопрос – почему Ватикан? Возможно, это было послание или даже контакт, о котором церковь предпочла умолчать. Ватиканская обсерватория, одна из старейших в мире, активно изучает космос, а заявления высокопоставленных священников, таких как Габриэль Фунес, намекают на открытость к идее внеземной жизни. Однако скептики указывают на отсутствие четких доказательств. Объект мог быть оптической иллюзией, дроном или природным явлением, вроде шаровой молнии. Но сам факт, что инцидент быстро замяли, подогревает теории заговора. Если Ватикан знает о внеземных цивилизациях, как это соотносится с христианской доктриной? Может ли церковь скрывать подобные контакты, чтобы сохранить контроль над верующими? Шестая тайна. Утерянное Евангелие. Иисус и Мария Магдалина. Одна из самых спорных тем – рукопись VI века, якобы подтверждающая, что Иисус был женат на Марии Магдалине и имел детей. Этот текст, переведенный с греческого на сирийский, хранится в британской библиотеке, но его происхождение неясно. В нем Иисус описан как человек, ведущий обычную жизнь, а Мария Магдалина как фигура, равная ему по значимости. Эта идея противоречит каноническому образу Иисуса, созданному церковью. Ватикан традиционно представляет его как божественную фигуру, свободную от земных страстей. Но историки, такие как Элейн Пейджелс, указывают, что раннее христианство было более разнообразным, и некоторые секты, например, гностики, почитали Марию Магдалину как апостола и духовного лидера. Почему же Ватикан мог скрывать подобные тексты? Возможно, они угрожали патриархальной структуре церкви или подрывали идею о божественности Иисуса. Интересно, что эта теория нашла отражение в популярной культуре, например, в книге Дэна Брауна «Код да Винчи». Но реальная рукопись остается загадкой. Была ли она подделкой, созданной для дискредитации церкви, или подлинным свидетельством, которое Ватикан предпочел замолчать? Седьмая тайна. Финансовые противоречия, святость или лицемерие. Ватикан – не только духовный центр, но и финансовая империя. Его активы оцениваются в миллиарды евро, а инвестиции порой вызывают вопросы. Например, Ватикан через посредников вложил миллионы в производство фильма «Рокетмен», биографии Элтона Джона, чья жизнь противоречит католическим догмам о браке. Как такое возможно? Ответ кроется в структуре ватиканских финансов. Государственный секретариат инвестирует через фонды, такие как Centurion Global Fund, которые поддерживают проекты в Голливуде и других индустриях. Эти вложения приносят прибыль, но создают этический конфликт. Церковь, проповедующая скромность, владеет недвижимостью, произведениями искусства и даже банком, Институт религиозных дел, который не раз обвиняли в отмывании денег. Это заставляет задуматься, насколько Ватикан следует собственным принципам. Восьмая тайна. Суд над мертвецом. Безумие Средневековья. В 897 году папа Стефан VI провел так называемый «трупный синод», судя мертвого папу Формоза. Тело Формоза выкопали, облачили в папские одежды и предъявили обвинение в узурпации престола. После суда его объявили виновным, отрубили 3 пальца и бросили в реку. Этот эпизод показывает, насколько политизированным и жестоким было папство в средние века. Но что это говорит о Ватикане? Трупный синод – пример борьбы за власть, когда религиозные идеалы отходили на второй план. Папы того времени часто были марионетками светских правителей, а их решения диктовались политикой. Этот случай напоминает нам, что Ватикан всегда был не только духовным, но и политическим институтом. Девятая тайна. Секретные архивы. Хранилище истины. Секретные архивы Ватикана. Одно из самых таинственных мест на планете. Протяженность их стеллажей – более 85 километров, а доступ ограничен для всех, кроме избранных ученых. Что там скрывают? Письма Марии Стюарт, документы о тамплиерах, переписка пап – это лишь малая часть.
Но слухи говорят о более экзотических артефактах. От доказательств контактов с инопланетянами до хроновиза, мифической машины времени. Реальность, скорее всего, прозаичнее. Архивы содержат конфиденциальную информацию о внутренней политике церкви, финансовых операциях и, возможно, компрометирующих фактах. Ограниченный доступ только подогревает конспирологические теории. Если Ватикан когда-нибудь откроет архивы, найдем ли мы там правду или лишь тщательно отредактированную версию? 10-я тайна. Преступность в Ватикане. Миф или реальность? Напоследок, неожиданный факт. Ватикан имеет один из самых высоких уровней преступности на душу населения. С населением около 1000 человек и 18 миллионами туристов ежегодно мелкие кражи и мошенничество неизбежны. Но это статистический парадокс. В маленькой стране даже несколько преступлений резко увеличивают показатели. Однако это поднимает вопрос: как Ватикан, символ святости, стал раем для карманников? Возможно, дело в толпах туристов, которые привлекают преступников. Или же это напоминание, что даже в святом городе человеческая природа берет свое. Заключение. Что скрывает Ватикан? Мы рассмотрели 10 тайн, от апокрифических книг до НЛО и финансовых противоречий. Что из этого правда, а что вымысел? Ватикан остается загадкой. Место, где вера соседствует с властью, а история – с тайнами. Возможно, некоторые секреты никогда не будут раскрыты, но это не мешает нам задавать вопросы. Что вы думаете? Какая тайна Ватикана кажется вам самой интригующей? Делитесь своими мыслями в комментариях и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые расследования. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.